Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто вам вредит, а кто оберегает? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Ах, как хочется любви в очередной раз. Вы так истосковались именно вот по состоянию влюбленности. Вам очень хочется иметь любимую женщину. Вы снова вот выпадаете императором, император, который пережил разрушение. Это разрушение было связано с женщиной. У кого-то может даже проигрываться, плюс ко всему, что вы пережили вот расставание, у вас еще могут проигрываться у некоторых и финансовые проблемы. То есть такой вот себе двойной удар. Женщина была в вашей жизни, ну реально была ваша вот королева, да, вот ваша императрица, вот вы были такой сладкой парочкой, да, вот император, императрица, но которая довольно такую сильную рану вам нанесла. Так, она красиво пела, она красиво рассказывала, но она сделала вам, ну, безумно одиноким. Мы сейчас не будем углубляться и не будем ей характеристику давать, но то, что вы, возможно, даже после разрыва, вы настолько стали очень осторожным в отношениях, вы стали очень переборчивым, у вас настолько болела душа, что, я думаю, вот вступить в следующие отношения, вы реально будете, ну так, знаете, вот вступать очень и очень осторожно. Причем может проигрываться, что некоторые из вас даже не захотят, вот осознанно не захотят вступать в отношения, потому что, ну как бы присытился, да, вот не хочу, не буду, сколько можно, да, хочу пожить для себя. Не хочу повторения того, что произошло, да, вот есть такой некий страх. Но опять же, это временный ваш страх, я вам скажу, у кого есть. Это пройдет, это просто отголоски от прошлого, несмотря на то, что да, сейчас вот морально, вот именно в моральном смысле вам немного легче, да, вот нет птички мозгоклюйки, никто мозг не выносит, вот в этом плане вам сейчас немного спокойнее. Так, что еще в вашей жизни? Да, однозначно из-за того, что вот у вас был обман, у вас столько было, боже, и обманы, и предательства, и измены проигрываются. Однозначно вы даже, возможно, сознательно поставили на паузу личную жизнь, вот закрылись, вот вы от других женщин закрылись. Кто-то обозлился, кто-то не доверяет, да, но здесь целый комплекс. Хотя, да, вы общаетесь с женщинами, я не могу сказать, что вы стали монахом. У кого-то это какие-то там девочки, одноразовые связи, кто-то, может быть, просто флиртует, кто-то, может быть, по-дружески общается. Ну, то есть, пока что я не вижу ваших особых таких поползновений, именно чтобы вот личную жизнь устроить. Ну, в том плане, что семью там создать, серьезные отношения, вот есть неготовность и есть страх обмана и предательства. Вот у вас есть очень четкий страх. Давайте посмотрим все-таки, что происходит в вашей жизни, кто вам вредит в вашем окружении, да? Смотрите, в вашем окружении есть женщина, ну, я так подозреваю, что это та дама, которая вас обманула, предала, да, которая очень сильно любит деньги. Она у нас королева Пентаклей, конечно же, выпала, любительница большая денег, любительница материальных благ и всего того, что приносит комфорт. Эта женщина, она будет появляться в вашей жизни еще неоднократно, и как-то вот каждый раз будьте осторожны, потому что если с ее стороны ну, последуют какие-то просьбы, да, какие-то вот поползновения, могут быть даже поползновения о примирении. Здесь будет чисто корыстный мотив. Будьте осторожны. Вот на самом деле она довольно недовольна вами, она обозлена на вас, она обижена, но в корыстных целях она может через какой-то период
Опять же, либо с какой-то просьбой подлезть, да, либо же денежки ей нужны, либо чем-то помочь, либо же даже вот давай попробуем помириться. Вот, ну, то есть будет у вас абсолютно по-разному проигрываться, это общий расклад. Но здесь будет какое-то лживое поползновение. Она, еще раз повторю, она очень негативно на вас настроена. Здесь свой будет какой-то корыстный мотив, где-то сдаить, где-то что-то, ну, какую-то выгоду поиметь. Так, что она будет вам пакостить или нет? Вот именно она. Пока не будет. Но опять же, это человек, который очень сомневается, прежде чем что-то сделать. Да, она бы, конечно, сделала какую-то пакость, но она не уверена, потому что она знает, что вы ее просечете очень легко. Ну, вычислите, по крайней мере, да, вот если она какую-то гадость сделает, вы же ее прекрасно знаете, да, то есть вы ее можете уличить, да, где-то во вранье, где-то в каких-то поступках. Поэтому она пока остепенится, она не будет. Вот у нее есть такие задумки какие-то, да, вот замыслы, какую-то пакость, что-то сказать, что-то сделать, где-то что-то подстроить, да, чтобы вы в неприглядном свете были. Здесь есть, но она еще сомневается, стоит ли делать. Вот есть опасения, потому что вот она еще рассчитывает, что с вас можно денежку поиметь. Она прекрасно понимает, что вы деньги, в принципе, зарабатываете, да, вы всегда там давали деньги, вы вкладывались, и она рассчитывает, что вот вдруг она какую-то пакость вам сделает, а потом вы не дадите ей деньги, да. Ну, то есть у нее такое сейчас очень сомнение появилось. Смотрите, в вашем окружении еще есть человек, это может и мужчина проигрываться, который, ну, довольно конфликтный может быть, либо же у него какой-то взрывной характер, он такой может быть правдолюбом, такой, который пойдет один против толпы, не очень такой порядочный человек. Он может вам, знаете, в глаза говорить одно, делать другое. Человек, который не очень искренне к вам относится. Человек, который вам вообще как-то по жизни завидует. Вот даже когда вы жили вот, ну, там, в семье, когда все вроде бы хорошо было, он очень вам завидовал, этот человек. Это может быть друг, приятель, там, да, у кого-то, может быть, по работе вы с кем-то тесно так дружите, общаетесь, да, ну, то есть по-разному. Может быть, соседи, с кем-то вы дружите. Но, скорее всего, он знал вашу и бывшую, потому что он еще завидовал, вот когда у вас все было, ну, хорошо более-менее. Человек притворяться может, что он ваш друг, да, но на самом деле, еще раз говорю, очень такой, ну, неискренний человек. Хотя вообще по жизни он любит правду матку резать. Он любит, ну еще раз говорю, один против всех. Он такой может быть взрывной, да, ну то есть по описанию, может быть, так вы вспомните кого-то из своего круга. Человек этот, вот знаете, вот из вашего окружения, опять же, ну это мужчина скорее проигрывается. Вот он радуется, когда вам плохо. Несмотря на то, что вы вроде бы приятельствуете, да, вот он может вам на словах, там, может быть, даже и на делах чем-то иногда помогать, вроде бы поддерживать, но на самом деле вот ему хорошо, когда вам плохо. Вот он радуется, когда вам вот реально не везет, когда вы несчастны, да, он вроде бы, да, вот знаете, как бывает, люди вроде бы жалеют, а в душе радуются, вот в таком вот плане. Такая вот мнимая дружба. Давайте-ка посмотрим теперь, кто же вас оберегает, да, потому что вот таких вот прям врагов я не вижу, но вот есть такой нелицеприятный человек в вашем окружении, там друг это, не друг, может быть сосед, но опять же, вы с ним тесно общаетесь, с этим человеком, тем более, да, он очень завидует, вот у него личная жизнь не складывается еще, поэтому он вам тоже завидовал, вот когда у вас было все хорошо и в семье. Давайте посмотрим, кто же вас оберегает все-таки, да, кто же может быть ваш ангел-хранитель, кто вас оберегает. Во-первых, смотрите,
У вас довольно сильная энергетика у самого. Вы можете сами себя, ну, в каком-то смысле оберегать. Смотрите, потому что, как говорят, если человек в себе уверен, да, вот вы можете даже мысленно, допустим, начинается где-то склока с кем-то, скандал, вы можете мысленно так поставить невидимый барьер, да, вот, ну, просто стеклянную стену, либо же так колпак одеть, стеклянный стакан, допустим, мысленно, вы одеваете на этого там врага, там кто он там кричит на вас, на бывшую можете, да, и вы таким средством вы абстрагируетесь, да, вы не позволяете вот этой негативной энергии на вас как бы обрушиться, да. Либо же на себя можете одеть этот невидимый стакан. Вот вы поняли, да, вот всю систему. Либо вы на человека, либо вы на себя так одеваете. Такой невидимый стакан, вы как в коконе таком. И все, и вы со всех сторон вы защищены, никакого негатива. У вас очень сильно развита интуиция у самого. Вы довольно сильно чувствуете людей. Причем не всегда вы, конечно, интуицию свою слушаете. Вот это ваша печалька, это ваша ошибка. Бывают ситуации, когда вы чувствуете, что будет вот так вот, но вы включаете мозг, начинаете думать, анализировать, и получается совсем капец-капец. И вы понимаете через время, что я же чувствовал, да, что будет вот так. Почему же я не послушал свою интуицию? То есть я еще раз призываю вас слушать свою интуицию, она у вас довольно сильно развита. Вы очень хорошо еще разбираетесь и в людях. Так, еще кто вас оберегает? Смотрите, вас оберегает женщина, которой уже нет с нами, в этом мире ее нет. Это может быть родственница, у кого-то мама, бабушка, там тетя, там, я не знаю, прабабушки, да, ну то есть это женского пола человек, за которой вы очень сильно горевали, за которой вы очень сильно страдали, вот когда она ушла. Женщина, которой вы, возможно, даже финансово помогали, она могла вам даже вот какую-то, знаете, как бывает мамы, бабушки наши, вот даже когда у них там денег, ну совсем мало, да, и вот когда вы там внуки, допустим, еще были маленькие, вы приезжали к ней, она хоть какую-то там копеечку, но в кармашек вам ложила, да, вот, ну просто, ну до слез, да. Ну, то есть это человек, с которым вы были очень тесно связаны. Это ваш очень сильный ангел-хранитель. Вы можете подумать, вы можете вспомнить каждый, у кого это кто был. Но однозначно это очень близкий человек, и за которым вы горевали, может быть, даже и сейчас еще горюете. Вот она вас оберегает, она вас отводит от каких-то даже вот опасных ситуаций. Она вас отводит, может быть, вы даже замечали, что вы были, может быть, на краю уже какой-то, ну, я не знаю, ну, назовем ее пропасти, да, но не в прямом смысле, да, не на горе вы стояли там над пропастью, а может быть, что еще вот чуть-чуть, да, и вы там без денег останетесь. Может, кто-то в смертельной опасности, может, и был, и она вот послала какое-то спасение вам. Ну, то есть у каждого это своя ситуация. Может быть, кто-то из вас очень сильно болел, что вопрос жизни и смерти стоял. Ну, это очень сильно, еще раз говорю, ваш ангел-хранитель. И вы можете даже, знаете, вот находясь иногда там сами, ну, чтобы, ну, как бы у виска никто не покрутил, да, чтобы самому неловко не было. Вы можете даже благодарить ее, да, вы можете мысленно, либо же в голос обращаться к вот этой вашей ушедшей, да, родственнице, благодарить, можете даже в чем-то, ну, как бы пожаловаться, да, вот если у вас есть какая-то проблема, вы можете вот мысленно, либо же словами попросить помочь в разрешении какого-то вашего дела. Кто-то в это не верит, кому-то это странно кажется, но реально вот с того потустороннего мира, но реально люди, наши вот близкие родственники ушедшие, они все видят и слышат, они помогают, они приходят с ответами в снах очень часто, да, вот бывает приснится, что они что-то нам скажут, тебе нужно то-то и то-то сделать, да, ну, в любой форме, это я сейчас утрирую так, они нам какие-то ответы подкидывают, они помогают.
То есть можно к ним обращаться и все нормально, да, это не значит, что кто-то сошел с ума и общаются с тем миром, нет. Вы можете, это ваши близкие, это ваши родственники, тем более, если это ваша кровь, это ваши ангелы-хранители, в конце концов. Поэтому можете не бояться, у вас довольно сильный ангел-хранитель, вот это ваша женщина, которая по роду, по крови вы связаны, которая очень сильно вас оберегает. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!